Всем привет, это Оз, и сегодня у нас очень интересная тема видео. Вопросы по этой теме мне постоянно задают в комментариях к видосам и даже в личные сообщения в Инстаграм. Какой руль выбрать? Поэтому сегодня поговорим о рулях, о том, каким образом они влияют на посадку и для каких задач какой из рулей лучше выбирать. Сравнивать рули будем на примере очень известного туринга. Это Trek 520. Это яркий пример дорожного туринга, который рассчитан на путешествия по асфальту, по дорожным покрытиям в основном. Поэтому производитель здесь установил стандартный баран, такой же как на шоссейных велосипедах. У него ширина верхнего хвата точно такая же, как и ширина хвата внизу на дропах. Кроме того, так как это баран, здесь существует несколько дополнительных хватов. Например, можно разместить руки на углах барана, таким образом разгрузив немного руки, перенеся вес тела назад. Ну и, конечно, на верхнюю перекладину в самое расслабленное и вертикальное положение. Чем отличается туринговый баран от шоссейного? В первую очередь это то, что бросается в глаза, развертка дропов. Нижний хват отличается от стандартного шоссейного, и, как вы можете видеть, он намного шире. Нижний хват призван обеспечить максимальный контроль и комфорт на внедорожных участках. Поэтому аналогично с МТБ-байками, нижний хват сделан более широкий. Второй нюанс, который связан с нижним положением рук, это так называемый дроп, то есть то, насколько глубоко вам нужно нырять на нижний хват. На шоссейном руле дроп достаточно низкий, потому что спортсмену нужно бороться с ветром, нужно достигать максимальной аэродинамичности. Для туриста параметр скорости и аэродинамичности не является приоритетным, поэтому дропы здесь сделаны более комфортные. Достаточно для того, чтобы изменить положение спины и устранить некоторый дискомфорт, связанный с долгой ездой в одном положении. Второй бонус, который дает нижнее положение, это понижение центра массы и, как следствие, большую уверенность на внедорожье. И третий очень важный параметр – это так называемый reach, то есть расстояние от центра руля до положения дуалов. На туринговых баранах он, как правило, короче, и это сделано для достижения более высокой, более расслабленной и комфортной посадки. Теперь поговорим о том, какой из этих рулей для чего лучше подойдет. Начнем, пожалуй, с каучипера. У меня такой руль стоял полгода на велосипеде Surly Disc Tracker, и на канале даже есть пару видео с этим рулем и великом. Если ваше катание составляет 80/20 или может быть 70/30 по соотношению дорога-внедорожье, то этот руль будет хорошим выбором. У него широкие дропы, небольшой выворот наружу, руль очень удобный для дороги, но мне больше понравился Woodchipper. На этом руле я прокатался целый сезон, он у меня стоял на Surly ECR на 29-х колесах. Если вы катаетесь 70/30 или даже 60/40 по соотношению дорога-внедорожье, этот руль будет незаменим. Мало того, что у него очень широкие дропы, они еще и вывернуты наружу. Эта геометрия является анатомически более правильной, потому что кисть находится в таком положении, что она практически не чувствует дискомфорта. Кроме того, мне очень понравилось то, что дроп имеет хороший такой наклон, а это значит, что ты можешь решать, насколько глубоко ты хочешь нырнуть. То есть, если ты берешься ближе к изгибу, то ты немножко опускаешься. Если ты берешься по краям, то ныряешь намного глубже. На этом руле я успел покататься и по дороге, и по легкой пересеченке, и по лютому бездорожью, и даже по снегам. И мне он очень понравился. Резюмируя, скажу так, чем больше оффроуда в вашем катании, тем более широкий и развернутый руль я вам рекомендую. Но вот это самый лучший. Серьезно, вот самый офигенный. Лучше никто еще не придумал. Ну что же, с баранами вроде разобрались, а теперь уделим немного внимания тем людям, которые бараны не любят, но ищут хороший туристический руль с
с тем же комфортом и, может быть, даже с большей функциональностью. Для таких людей есть Surly молоко и Jones Loop Bar. В этом видео я немножко покажу по посадке и коротко расскажу о их отличиях, а детальный обзор по данным рулям вы сможете увидеть на канале Big Toys. Начнем, пожалуй, с молока. Это многофункциональный туристический руль для тех, кто не любит бараны. Вкратце скажу, что это один из самых удобных рулей, на которых я когда-либо катался. На 80% он может заменить баран. Конечно, на баране по дороге будет ехать удобнее, но по оффроуду молоко будет значительно комфортнее. Как минимум за счет более широкого хвата. Но и опять же, руль хромолибденовый и так же, как и хромолевые рамы, обладает свойствами гашения вибрации. Более детальную информацию по этому рулю вы можете увидеть в моем обзоре Surly ECR. Ну и последний на сегодня руль — это Jones Loop Bar. Наверное, один из самых известных рулей. Его очень часто можно увидеть на кастомных байках туристических. В общем, по сути, это один из самых эргономичных рулей. У него максимально комфортный хват. И так же, как и Surly молоко, у него есть дополнительный функционал. Jones имеет свои особенности по геометрии. Это и угол наклона ручек, который отличается от молоко. И конкретно эта модель имеет дополнительный подъем вверх. Так что если вы хотите сделать более расслабленную и вертикальную посадку, то, как мне кажется, лучше купить такой руль, чем ставить вынос с углом 25 или 35 градусов. Если поднимать посадку не нужно, то у Jones есть и обычная версия без дополнительного подъема. Друзья, я уверен, этот видос будет полезен всем, кто сейчас пытается разобраться в этой модной туринговой гравийной теме, поэтому поделитесь им со своими друзьями. Если вам понравилось видео, поддержите его лайком, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видосах. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Всем бараны, пацаны!